Свято-Касперовский женский монастырь под Макеевкой – светлая духовная обитель. Здесь в трудах и молитвах под началом архимандрита Никона живут монахини, трудники и паломники, ищущие спасения и духовного преображения. История самого места, где сейчас расположен монастырь, давняя и во многом глубоко трагичная. То место это древнее, и в здании было помещичье селение, помещичий дом. Вот. Потом, в 30-е годы прошлого столетия, здесь, на этой территории, находился детский санаторий. Речка была тогда еще чистая. Я встречался по жизни с человеком, которому уже за 80, и он спросил, откуда я. Сказал, с Грудколомовки. Он говорит, а я там в детском санатории еще был в 30-е годы. То есть вот человек помнит это место еще санаторий. В годы Великой Отечественной войны с немецкими фашистами здесь был немецкий концлагерь, где содержались советские военнопленные, которых выгоняли каждый день на строительство немецкой оборонительной линии. До сих пор там остались воронки, окопы, минометные точки, блиндажи, места остались. Поэтому место это обильно полито и потом, и кровью, и страданий здесь много было. Война в очередной раз вторглась сюда, нарушив покой и созерцательный молитвенный труд обитателей этого святого места. Линия фронта буквально 2 километра 3 от нас. Вот, мы все это слышали, насколько было. Единственное, вот по рассказам ополченцев, они рассказывают, что там раньше птицефабрика была Макеевская, двухэтажки. Вот двухэтажек нет. Ну, не знаю всех ли, но одной точно под фундамент уничтожили. Домов нет. Тех, кто люди побоялись, вот, их вывозили буквально, вот как у вас микроавтобус, ополченцы ночью, они к нам в 12 ночи пришли. Вывозили, начал с собой, и вот эти сначала 70 человек, потом 30 человек их вывезли ночью. Сейчас в монастыре нашли приют около сотни беженцев из соседнего села Грабское, которое практически стало зоной боевых действий. Там боевые действия. Ну, побили и комбайны, я там охранником отработал. 4 комбайна Холланда разбили, что называется. Это ж только начали урожай, как говорится, косить, одно поле загорелось. Потом через время второе поле, третье, пятое. И там, если одно поле только скосили, то и хорошо. И утки были, бычок, телка. Нема ничего. Все. Я говорю, это ужас, ужас. Я говорю, я в голову не влажился, как вот людей убивать. Разгромили всю деревню нашу. Квартира сгорела, дом, и бабушку осколками убила. Все, 84 года женщине. Убила осколками, прихоронили, там 2 соседа. Все без одежды остались. Реально носков даже тех. Вот теплой одежды нет ни у кого. Выбегали, и все, нас эвакуировали. Просто реально эвакуировали. Спасибо ДНРу, которые нас хотя бы привезли в монастырь. Спасибо батюшке, который нас приютил все это время. Но и за стенами обители небезопасно. На днях снаряд влетел в огород, благо пострадавших не было. Еще одно попадание пришлось в колокольню Смоленского храма. Разрушение есть снаружи и внутри здания. Но батюшка Никон не унывает и в назидании всем приводит пример из жизни святого Иннокентия Херсонского. При нем же русско-турецкая война, Одесса в осаде, и уже бомбардируют Одессу, даже такой случай есть. Иннокентий служит в храме, ядра сыпятся, прихожане попадали, он говорит, обращает, братья и сестры, неужели вы так маловерны, что верите больше ядрам, чем Богу? Ведь жизнь и смерть в Божьих руках. Вот. Я много раз в этот период, когда мы тоже слышим взрывы бомб, там, стрельбу, испытываю чувство страха и вспоминаю Иннокентия и прошу его укрепить меня, укрепить мои душевные телесные силы в это тяжелое время. Удивляются ополченцы, которые здесь вот стоят. Удивляются, что как монастырь целый еще, столько всего, только
покров Божией Матери, Божьей благодати сохраняет нас здесь. Несмотря на войну, жизнь в Свято-Каспировском монастыре продолжается. Здесь, как и раньше, работают, совершают службы, проводят крестные ходы. Ведь главное – это вера и готовность помогать друг другу. На данный момент в монастыре нет воды и электричества, но обитатели научились справляться с этой трудностью. Организована уличная кухня, неравнодушные люди подарили бензиновый генератор. Это кочегарка наша храмовая. Мы зимой вот здесь отапливаем ее храм, в котором совершается богослужение Свято-Каспировский. Сейчас кочегарка служит местом генератора. Генератор маленький, мы заводим его, чтобы монахине был свет для чтения монашеского правила. Потому что начали мы при свечах, сначала читали, но глаза портятся, и так вот, по немощи такой человеческой, мы запускаем генератор. А почему в подвале, не на улице? Потому что по звуку бьют даже с миномета, вот как-то. Я на балконе оставил генератор, чтобы холодильники немножко охладились. Стемнело уже, он гудит, и мины полетели. Так я бегом подбежал, заглушил его. Поэтому мы меры предосторожности, генератор спустили в подвал, заводим, и в церкви есть свет. Батюшка и насельники обители всеми силами пытаются облегчить жизнь и создать приемлемые условия для людей, оставшихся без крова. Мы низко кланяемся, низкий поклон батюшке Никону за то, что он нас приютил. Здесь такие прекрасные условия. Не у каждого дома есть такие условия, как здесь у нас. Трехразовое питание, горячая пища. В кельях чисто, уютно, постели чистенькие, подвальное помещение под бомбоубежище приспособлено тоже там, когда света электроэнергии не стало, свечки там есть, все там аккуратненько, все чистенько, топчаны есть, на топчанах матрасы, одежка какая так вот, если днем опасная обстановка, туда зайти, даже можно и ночью там спать, все условия есть, вода питьевая, 2 больших бака стоят. Все очень хорошо. Кстати, в монастыре этим летом произошло удивительное событие. На бетонной площадке рядом со строящимся храмом вырос большой помидорный куст. Ну и такое вот маленькое чудо здесь еще. Зернышко, помидорное зернышко, упало семя на бетон. Там, может быть, немножко земли было. Или между, там, откуда бетон везде. Подвиг батюшки Никона и остальных обитателей монастыря должен стать примером для всего народа Донбасса, на чью долю выпал этот сложный и страшный период нашей истории. И напоследок хотелось бы вспомнить мудрые слова святого преподобного Сергия Радонежского.
Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая, и не бывает спасения души. Испытания посылаются за грехи в назидание, их надо мужественно принять и терпеливо переживать.